Готовы ли вы платить? Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой суверенитет и независимость? Как ни странно, но я хочу задать вам тот же вопрос, но в переводе на язык объективной реальности. Реальности диктатуры и растущей милитаризации Беларуси. Реальности, в которой угроза втягивания нашей страны в чужую войну, равно как и угроза потери нашего суверенитета, еще никогда не были настолько осязаемы. Реальности, в которой Лукашенко уже недостаточно одной войны, войны с белорусским народом. И он говорит о войне с соседями. Так готовы ли мы платить за это? А может быть, мы готовы платить за это? Или может быть, за это? Приведу несколько цифр для понимания ситуации. В 2021 году доходы бюджета нашей страны составили 39,6 миллиардов рублей, из которых на национальную оборону, судебную власть и правоохранительную деятельность, проще говоря, на силовиков и репрессивный аппарат режима Лукашенко, только по официальным данным было выделено 4 миллиарда 230 миллионов рублей. Это составило, только вдумайтесь, более 10% бюджета Беларуси за 2021 год. При этом, к примеру, на здравоохранение было выделено всего 2,8 миллиарда рублей, или 7% бюджета, то есть в 1,5 раза меньше. Это значит, что в прошлом году каждый 9-й рубль из бюджета шел на силовиков и только каждый 14-й на здравоохранение. А в текущем году из планируемых доходов бюджета в размере 39,3 миллиардов рублей на силовиков будет выделено уже 6 миллиардов или 15,5% бюджета. В то время как на здравоохранение планируется выделить всего 1,8 миллиарда рублей или 5% бюджета Беларуси, то есть уже в 3 раза меньше. Поэтому я спрашиваю вас, готовы ли мы платить каждый 6-й рубль из нашего бюджета на силовиков и только каждый 21-й рубль на здравоохранение? Готовы ли мы платить за государство, которое перестало иметь что-либо общее со страной и ее народом? Народом, который сегодня выстраивается в огромные очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Народом, который помимо беспрецедентных репрессий подвергается еще и настоящему медицинскому геноциду. И народом, жизнями которого Лукашенко готов жертвовать. Теперь еще и на войне? Ну а мы, белорусы, готовы платить за войну безумного диктатора? Или, может быть, мы готовы платить за иностранную интервенцию под видом учений? Разве мы готовы платить за сохранение Лукашенко у власти любой ценой? Готовы платить за его геополитический выбор, ставящий Беларусь на грань войны за чужие интересы, на грань потери суверенитета и независимости? Да, независимость действительно стоит дорого, но диктатор оценивает ее не как наивысшую ценность. Для него независимость и суверенитет – это предмет политического торга и шантажа. И сегодня он торгуется нашей независимостью не только с Россией, как и шантажирует сдачей нашего суверенитета не только Запад. И не только наших соседей – Украину, Польшу и Прибалтику – он шантажирует сегодня войной. Сегодня он шантажирует и нас с вами. Это нас он хочет заставить заплатить. Это нас он пытается поставить перед выбором. Либо вечная диктатура, беззаконие и репрессии, либо война и утрата независимости. Но хотим ли мы делать подобный выбор? И готовы ли платить за его последствия, понимая, что цена любого из вариантов неприемлема, как и сам этот выбор? Я не готов. И уверен, что большинство из нас, белорусов, тоже не готовы. Так что же нам делать? Что мы можем сделать, чтобы нам не пришлось платить за войну безумного диктатора ни с нами самими, ни с кем-либо еще? Первое.
Важно буквально отказаться выбирать из того, что предлагает нам Лукашенко. Нужно собрать волю в кулак и вспомнить, что только наша воля, воля белорусского народа имеет значение. И одна из ближайших возможностей проявить эту волю у нас с вами есть. Это так называемый референдум. Возможность, которую мы не имеем права упустить и не можем не использовать, чтобы сказать «нет» и еще раз «нет» диктатуре, беззаконию, лжи, насилию, угрозе войны и угрозе нашей независимости, которые несет режим Лукашенко. Важно поставить на нем 2 креста и тем самым перечеркнуть диктатуру, перечеркнуть войну, перечеркнуть потерю суверенитета. Второе. Нам нужно буквально отказаться его содержать, объявить ему тотальный экономический бойкот. Это значит вывести все средства с наших счетов и вкладов до копейки и не заводить новых. Это значит активно покупать и по возможности не сдавать валюту. Это значит отказаться от безналичных расчетов и тратить на жизнь только рубли. Это значит сократить до минимума покупку подакцизных товаров и товаров с высоким НДС. Это значит максимально разорвать связи с банковской и финансовой системой режима Лукашенко и не позволить ему вести нас к катастрофе за наш счет. Готовы ли мы платить? Спрашивает нас диктатор. Наш ответ – нет и еще раз нет. Ни за него, ни за его преступный режим, ни за его войну.